Пес по кличке Чарлик довольно эмоциональный, а еще любит поговорить. Ему нужно в кино сниматься или хотя бы в рекламе. Хозяйка собаки, проводив утром своего парня на работу, потихоньку готовила завтрак. Чарлик занял боевой пост, то есть крутился у девушки под ногами, надеясь на сосиску. Когда угощение все же оказалось в зубах у Чарлика, он расправился с ним всего за несколько секунд, но после этого так и не отстал от Светы. Тем более, он видел, что сосиски у хозяйки еще оставались. Яичница с сосисками и кофе Света поставила на поднос, так как решила позавтракать в комнате перед монитором. Конечно, пес решил ее проводить на таком непростом и опасном пути из кухни в комнату. И так активно крутился под ногами, что в какое-то мгновение Света со всей силы наступила Чарлику на лапу. «Уи!» – заверещал Чарлик и помчался прятаться под кровать. Через минуту он увидел под кроватью виноватое лицо Светы. «Чарлик, как ты там? Прости, я тебя не заметила», – постаралась оправдаться хозяйка. Света уже успела нафантазировать себе различные кошмары. В этом доме она появилась позже Чарлика. Ей было прекрасно известно, что ее парень очень сильно привязан к песику. Именно он его избаловал. Еще решит, что я нарочно обижаю его собаку. Или еще хуже, что бью Чарлика, когда мы с ним только вдвоем дома. Начала представлять Света себя всякие кошмары. К Чарлику у нее было хорошее отношение, но не настолько, как у его хозяина. В это время песик решил вылезти из своего укрытия. При этом он хромал на левую переднюю лапку и всем своим видом показывал, как ему плохо. Света решила пойти на примирение единственным доступным ей способом. Открыла пачку с собачьим печеньем, которое так любил пес. С видом страдальца Чарлик пришел к своей миске, но печеньку стрескал с огромным удовольствием. Спустя минут 30 песик еще раз подошел к Свете, слегка хромая, и тут же повел ее на кухню за следующей печенюшкой. «Слушай, а я тебе точно на эту лапу наступила. Вроде была левая», — заподозрила неладная Света. Однако у Чарлика был такой жалкий вид, что было невозможно его не угостить. За день песик проделал эту хитрость еще 2 раза. Наверное, он решил, что ему удалось открыть настоящую золотую жилу. Раскрыли пушистого симулянта только ближе к вечеру. И самое интересное, прокололся он на своей преданности. Как только он услышал звук открывающейся входной двери, тут же бросился встречать любимого хозяина. От хромоты не осталось и следа, когда он мчался словно ураган. Света укоризненно качала головой, пока Чарлик прыгал от радости вокруг хозяина в попытках лизнуть его. Перед тем, как лечь спать, Чарлику еще раз захотелось печенье. Он подошел к кровати хозяев, слегка прихрамывая. Но никто ему не дал угощения, поэтому песик с возмущением фыркнул и отправился спать на свое место, уверенно ступая на все 4 лапы.